Глава 691. Ветряная небесная колесница. Хань Ли следовал за маркизом Нанлуном и остальными, пролетев в песчаной буре компании десятки километров. За это время перед ними не появилось ни одного воина-заклинателя. Очевидно, им было дано предупреждение. Хань Ли тут же вспомнил, что он случайно увидел, когда пробил ограничительное заклинание. Это было чистое совпадение. Поскольку он не мог использовать свое духовное чутье в песчаной буре, единственным вариантом было направить его духовную силу в глаза и использовать способность, которую он получил благодаря духовной воде прозрения. С тех пор, как он начал принимать эту духовную воду, у него не было возможности проверить ее эффективность. Результаты его сильно удивили. С помощью своего духовного зрения он мог четко видеть сквозь густую песчаную бурю к его большому удовольствию. Однако он также был удивлен, увидев странную тень в песчаной буре, которая находилась в 40 метрах от него. От удивления его духовная сила исчезла из глаз, и он больше не смог увидеть тень. Невооруженным глазом он мог видеть только песчаную бурю. Он снова направил духовную силу в глаза, и тень появилась на прежнем месте. На этот раз Хань Ли больше силы добавил в глаза и смог увидеть тень отчетливее, там было несколько силуэтов. Даже добавив дополнительную духовную силу в глаза, это было пределом того, что он мог видеть. Однако ему было достаточно увидеть, где они скрывались. Хотя он не знал, какими удивительными способностями используются, только они могли скрываться в этом месте от культиваторов зарождающейся души. Казалось, их враги знали о том, что их группа была достаточно сильной, поэтому они не стали вступать с ними в бой, а предпочли только наблюдать. Таким образом, Хань Ли притворился, что ничего не заметил. Поскольку эти люди не были достаточно храбрыми, чтобы начать бой первыми, он решил, что они и позже не станут ему мешать. Как только группа Хань Ли покинула желтую песчаную бурю, они тут же бросились в небеса на максимальной скорости. Хотя и удалось избавиться от этого отряда воинов-заклинателей, основные силы их еще были на подходе. Им нужно было как можно скорее покинуть эту песчаную пустыню, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Даже высокоранговые культиваторы не смогли бы справиться с целой армией воинов-заклинателей. Вот почему маркиз Нанлун и остальные не посмели сбавлять скорость. Благодаря их высокому уровню культивации и фантастической скорости, они вскоре смогли заметить зеленую полоску на линии горизонта менее чем за полдня полета. Они, наконец, достигли края долины Мауланей. Маркиз Нанлун глубоко вздохнул и улыбнулся. Хорошо. Наконец-то мы можем расслабиться. Нам удалось справиться без каких-либо неприятностей. Он замедлил скорость. После такого длительного высокоскоростного полета все они потратили огромное количество магической силы. Даже если бы он мог справиться с этим, ему нужно было подумать и о других. Культиватор с серьезным лицом вздохнул с облегчением. Раз нам удалось добраться без каких-либо неприятностей, значит, они не стали нас преследовать. Не стоит расслаблять бдительность. Среди воинов-заклинателей есть величественные, что обладают непостижимыми способностями. Мы. И краткое. Беловолосый старик внезапно взвизгнул, не договорив, и пристально взглянул позади себя. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Только он собирался задать старику вопрос, он услышал пронзительный треск позади них. В одно мгновение странный звук стал громче, привлекая всеобщее внимание. Они увидели белый свет, мерцающий на горизонте позади них. К ним приближалась небольшая световая сфера на невероятной скорости. Старик в белом с первого взгляда понял, что это было, и на его лице появилась тревога. Нехорошо. Это ветреная небесная колесница. Они бы не посмели преследовать нас, если бы у них не было достаточного количества воинов ранга культиватора зарождающейся души. Окинув сферу своим духовным чутьем, Ван Таньгу проговорил мрачным тоном. Там 5 воинов-заклинателей. Кажется, они хотят нас задержать, пока не прибудет подкрепление. Мы не сможем победить 5 воинов-заклинателей за короткий промежуток времени. Кроме того, они будут действовать сообща, чтобы задержать нас. Рассредоточьтесь и используйте свои способности, чтобы сбежать от них. Вот вам нефритовые пластинки, каждый возьмет по одной, чтобы запомнить местность. Через 3 дня мы снова соберемся. Сказав это, маркиз Нанлун достал несколько нефритовых талисманов и бросил их каждому. В этот самый момент задержки треска от колесницы становился все ближе. Дамы и господа, позаботьтесь о себе. Увидимся снова через 3 дня. В следующее мгновение маркиз Нанлун окутал свое тело золотым светом и выстрелил вперед без промедления. Старик в белом мгновенно превратился в полоску белого света и улетел в противоположном от маркиза направлении. Остальные, как только получили нефритовую пластинку, разлетелись в разные стороны, используя свои секретные техники для побега. Темнокожий культиватор выпустил желтое пламя высотой в несколько метров и исчез в земле. Очевидно, он использовал технику движения земли.
Старуха взмахнула руками, которые засверкали серебряным светом, и перед ней появилась серебристая шпилька. Вдохнув духовный ци в свое магическое сокровище, облако серебряного света стало окружать ее. В мгновение эйка старуха очутилась на спине белого журавля, который тут же издал пронзительный вопль и взлетел в небо. Старик с серьезным лицом покрылся сиянием серебряного света. Он сделал жест заклинания руками и слился с неизвестным сокровищем, превратившись в серебряного дракона, а затем исчез в облаках. Ван Тиньгу, Ван Чан и Янь Жуянь использовали какую-то неизвестную тайную технику секты духовного призрака и улетели вместе, превратившись в полоску черного света. Они летели на невероятной скорости, и в мгновение эйка растаяли черным пятном на горизонте. Хань Ли тоже действовал быстро. Практически в тот же самый момент, как он поймал нефритовую пластинку от маркиза, его тело засветилось красным светом. На его теле вдруг появился малиновый плащ. Определив свое направление, он начал вливать в плащ огромное количество духовной силы. Плащ тут же загудел и засверкал ярко-красным светом, окутывая тело Хань Ли. В следующее мгновение он метнулся по небу полоской красного света. Путешествуя со скоростью, которая могла сравниться с другими культиваторами, у него хватило времени, чтобы повернуться и рассмотреть колесницу позади него. Хотя между ними все еще было некоторое расстояние, Хань Ли мог ясно видеть ее своим мощным духовным чутьем. Колесница выглядела очень странно. Это была совершенно белая колесница, которая ехала сама по себе. Вместо колес у нее были 20-метровые темно-красные деревянные крылья, покрытые талисманными иероглифами, которые светились радужным светом. Осмотрев колесницу несколько мгновений, Хань Ли пришел к выводу, что она была сделана из костей неизвестного зверя. Из нее исходила злобная аура. Поскольку колесница светилась белым светом, Хань Ли было сложно разглядеть людей, которые сидели внутри. Поскольку Хань Ли никогда прежде не сражался с воинами-заклинателями, он не собирался продолжать опрометчиво разглядывать эту колесницу. Вместо этого он повернул голову вперед, сосредоточился на контроле над малиновым плащом и полетел к югу от долины Мауланей. Спустя мгновение Хань Ли и остальные были на расстоянии более 5 километров друг от друга. Когда колесница прибыла туда, где только что была группа Хань Ли, и он невольно взглянул на колесницу. Ветряная небесная колесница остановилась. Оттуда вышли 3 мужчин и 1 женщина. Эти 4 воинов-заклинателей собрались вместе и провели быструю дискуссию, а затем разлетелись по 4 направлениям, в которые полетели культиваторы зарождающейся души. К счастью, никто из них не полетел в направлении Хань Ли. Хань Ли почувствовал облегчение при виде этого, но затем он закричал: «Нехорошо!» В тот же момент ветряная небесная колесница запульсировала белым светом и яростно выстрелила в направлении Хань Ли, издавая жуткий треск. Выражение лица Хань Ли тут же стало мрачным. Хань Ли холодно фыркнул, и его тело начало испускать ослепительный свет, в результате чего его скорость возросла. Малиновый плащ загудел сильнее. Белая сфера света начала гоняться за красной сферой света по небу на расстоянии 5 километров между ними. Хотя ветряная небесная колесница была удивительно быстрой, малиновый плащ Хань Ли нелегко было догнать. Обе стороны оказались в тупике какое-то время. Спустя короткое мгновение обе сферы света исчезли с края равнины, направившись вглубь долины Мауланей. Глава 692. Проверка своих навыков. Хань Ли со своим малиновым плащом и ветряная небесная колесница на невероятной скорости пронеслись более 50 километров вглубь долины Мауланей. Пока Хань Ли ускорял свой малиновый плащ, он использовал свое духовное чутье, чтобы взглянуть, что происходит позади него. Внезапно на его лице появилось удивление. Он уже активировал плащ на полную мощность, но все еще не смог сбросить с хвоста колесницу, хотя и увеличил расстояние между ними вдвое. Неудивительно, почему на лице старика по имени Юнь появилось удивление при виде этой колесницы, хотя он и был культиватором средней стадии зарождающейся души. Ветряная небесная колесница действительно была высокоранговым сокровищем. Хань Ли решил, что без использования молниеносного движения или техники кроваво-теневого уклонения он не сможет сбежать от этой колесницы. С тех пор, как Хань Ли сконденсировал зарождающуюся душу, ему не приходилось сражаться с культиваторами своего ранга. Хотя он был уверен в своих магических сокровищах, он действительно понятия не имел, насколько сильными были другие культиваторы стадии зарождающейся души. Навыки культиваторов стадии зарождающейся души было не так просто оценить. Хотя он уже в течение нескольких лет находился в секте дрейфующего облака и обсуждал техники 2 старейшин, однако ему только предстояло попробовать сразиться с ними. В городе парящих небес у него был небольшой спарринг в духовном чутье с маркизом Наньлунем. Этого было недостаточно, чтобы оценить его истинную силу. Теперь, поскольку воин-заклинатель в ветряной небесной колеснице догонял его, у Хань Ли появился подходящий противник, чтобы измерить свои собственные навыки. Кроме того, он был очень заинтересован в духовных техниках воинов-заклинателей.
Для него было бы оптимальным результатом, если бы он смог отразить или даже убить противника. В противном случае он мог использовать грозовые крылья для побега. Кроме того, он не мог допустить, чтобы битва затянулась, поскольку он находился внутри долины Мауланей. Быстро приняв решение, тело Хань Ли засверкало ярким малиновым светом. Он тут же исчез, сверкнув лазурным светом. В тот же момент он остановился и повернулся. Он холодно взглянул на белый свет, который преследовал его, и, взмахнув рукавом, выпустив рой из нескольких десятков лазурных мечей. Лазурные мечи издали протяжный визг, а затем они покрыли его формацией из нескольких слоев. Поскольку это была его первая битва против культиватора зарождающейся души, Хань Ли не собирался быть небрежным. Помимо своих 72 облачных бамбуковых мечей, он похлопал по своей сумке для хранения духовных зверей и выпустил золотых прожорливых жуков. Над ним тут же появилось огромное, черное, жужжащее облако. Сделав жест заклинания, они стали роиться вокруг него, а затем метнулись к нему. Глаза Хань Ли стали оживленными. Он взмахнул руками и сделал несколько жестов заклинаний в направлении роя жуков. Рой тут окутал тело Хань Ли, сформировав трехцветные доспехи. Они выглядели довольно простыми, несмотря на то, что сверкали слабым лазурным светом. Не успел Хань Ли закончить свои приготовления, как ветряная небесная колесница появилась перед ним. Воин-заклинатель внутри колесницы стал свидетелем шокирующей сцены, когда насекомые превращались в доспехи. Колесница замедлилась и остановилась на расстоянии 300 метров от Хань Ли. Хань Ли мельком взглянул на колесницу, не придавая этому особого внимания. Вместо этого он активировал цветочную корзину, а в другую руку взял маленький колокольчик. Вскоре после этого он безмолвно бросил маленький колокол перед собой. В мгновение эка маленький серебряный колокольчик расширился до 10 метров в ширину и выстрелил прямо в сторону врага. В тот же момент Хань Ли отдал приказ своим лазурным летающим мечам разделиться на 216 лазурных мечей. Как только Хань Ли произнес эту команду, мечи громко зазвенели и засверкали ярким светом, приближаясь к противнику 300-метровой волной лазурного света. Она следовала вблизи серебряного колокольчика, словно желая уничтожить колесницу одним ударом. Как только серебряный колокольчик был выпущен, он сразу же стал демонстрировать свою мощь. Приближаясь к колеснице, он стал вращаться и громко гудеть, выпуская едва заметные серебряные звуковые волны, которые стали обволакивать колесницу. Хань Ли был уверен, что если воин-заклинатель не станет защищаться, он сможет нанести большой урон. Хотя серебряный колокольчик ничуть не изменился с тех пор, как Хань Ли использовал его в последний раз, уровень магической силы Хань Ли значительно возрос с тех пор, как он был на стадии формирования ядра. Конечно, ветряная небесная колесница не собиралась сдаваться без боя. Она слегка взмахнула своими деревянными крыльями и сдвинулась в сторону на 30 метров от звуковой волны, которая приближалась к ней на огромной скорости. Колесница засветилась огромным белым светом, и оттуда вылетел силуэт. В этот момент огромная лазурная волна была готова обрушиться на колесницу. Силуэт при виде этого спокойно поднял руку. Сверху колесницы внезапно появился световой барьер темно-синего цвета. В тот момент, когда лазурная волна ударила по барьеру, раздался взрыв. Хотя удар заставил световой барьер содрогнуться, в конечном счете барьер остался цел. Лицо Хань Ли изменилось при виде этого. В этот момент воин-заклинатель начал что-то бормотать, а затем выплюнул тонкую синюю нить. В одно мгновение нить превратилась в огромного питона, который тут же выскочил из светового барьера и направился к лазурной волне Хань Ли. В следующее мгновение раздался грохот от их столкновения. В этот момент воин-заклинатель поднял руку и ударил по колеснице печатью заклинаний. Колесница быстро сжалась до размера ладони и метнулась к нему в руки. В следующее мгновение воин-заклинатель убрал ее в свою сумку для хранения и взглянул на Хань Ли с мрачным выражением на лице. Хань Ли прищурился. Перед ним стоял старик лет 60. На его щеках были лазурные татуировки, а по всей его одежде были странные синие узоры. Однако Хань Ли больше всего удивило то, что от него исходили мощные духовные колебания. Этот старик на самом деле был воином-заклинателем на ранней стадии зарождающейся души. Неудивительно, что он смог легко заблокировать обе атаки. Хань Ли обнаружил, что голубой барьер не являлся какой-то техникой, а был выпущен из странной жемчужины размером с кулак, которая была на руке старика. Синий питон также не был каким-то магическим сокровищем, а был чем-то, что состояло из духовной силы старика. Хань Ли тут же стал очень бдительным при виде этого, а выражение его лица стало ледяным. Древнее сокровище, цветочная корзина в его руках, тут же стала сверкать белым светом и была готова высвободиться. Когда старик увидел, что Хань Ли уже собирался продолжить атаку, выражение его лица изменилось, и он крикнул: «Подождите! Неужели вам настолько не терпится продолжить драку? Я хотел сначала поговорить, а вы тут же набросились на меня». Голос старика звучал довольно сурово.
Хань Ли нахмурился и сказал холодным тоном: о чем могут говорить культиватор и воин-заклинатель? Однако, сказав это, он указал на серебряный колокол и прекратил свою атаку. Из цветочной корзины он убрал духовную силу и стал ждать, что ему скажет воин-заклинатель. Старик усмехнулся и беззаботно проговорил: хотя в ваших словах есть доля правды, в случае нашего уровня культивации можно избежать битвы не на жизнь, а на смерть. Если вы ответите на мои вопросы, и я сочту ваши ответы удовлетворительными, я могу отпустить вас. Хань Ли взглянул на старика и ухмыльнулся. Ответ? Мне нечего вам сказать. Может, сначала вы ответите на мои вопросы. Хань Ли уже мог догадаться, о чем хотел спросить старик. Любой человек был бы сбит с толку, увидев, что появление такого количества культиваторов зарождающейся души появляются в одном месте. Кажется, вы отказываетесь от моих добрых намерений. Лицо старика стало угрюмым после того, как услышал ответ Хань Ли. Хань Ли фыркнул и вдруг указал в небо. Внезапно над ним появился огромный вращающийся меч 100 метров в длину. За несколько мгновений он достигнул питона и разрубил его на куски, в результате чего меч смог пробить барьер старика. На лице старика появилось жестокое выражение. Без лишних слов он поднял руку, и жемчужина размером с кулак в руке взлетела в воздух. Вскоре после этого он открыл рот и выплюнул облако чистой духовной ци на эту жемчужину. Жемчужина засверкала синим светом и стала вращаться с невероятной скоростью. Вокруг жемчужины появились линии тонкого синего света, образовав в мгновение ока огромную синюю сетку под световым барьером. В тот же самый момент старик быстро что-то пробормотал и сделал жест заклинания обеими руками. Синий свет начал окутывать его тело, образуя огромную сферу синего света вокруг старика. В следующее мгновение меч столкнулся со световым барьером. Хань Ли не был удивлен, что огромный меч, сжатый из более чем 200 мечей, с легкостью смог пробиться сквозь световой барьер. Раздался оглушающий грохот от взрыва. Световой барьер был расщеплен надвое, а меч стал продвигаться дальше, врезавшись в сеть. Глава 693. Ледяные кристаллы и черная гора. Следующая сцена превзошла все ожидания Хань Ли. Огромная синяя сеть заискрилась от света, но выдержала против натиска его огромного меча. Полупрозрачные, сверкающие линии сети выглядели невероятно прочными. Огромный меч несколько раз атаковал сеть, но она была прочной. Под контролем старика несколько слоев сети обернулись вокруг меча в мгновение ока. Хотя они и не смогли надолго сдержать меч, это очень озадачило Хань Ли. Хань Ли нахмурился, размышляя о том, что делать дальше. Старик тем временем перехватил инициативу боя. С ледяным выражением на лице старик сделал жест заклинания руками. В следующее мгновение из его рук стали вырываться полосы разноцветных заклинаний, которые касались световой сферы над ним. Сфера голубого света стала пульсировать после того, как старик произнес загадочное заклинание. Вокруг него тут же появилось бесчисленное количество серебристых ледяных кристаллов размером ладонь. Сверкая синим светом, они окружили его в радиусе 30 километров вокруг него. Старик яростно взглянул на Хань Ли и отдал приказ. Вперед! В этот момент кристаллов закрутились вокруг своей оси и метнулись в направлении Хань Ли, издавая странные вопли. Плотная волна кристаллов, направляющаяся к Хань Ли, поистине была захватывающим зрелищем. Это духовная техника. На лице Хань Ли мелькнуло удивление, но руки его не остановились. Он активировал цветочную корзину и хлопнул по своей сумке для хранения духовных зверей. Облако черных золотых прожорливых жуков метнулось и стало окружать тело Хань Ли. Постепенно облако жуков стало трансформироваться, создавая непроницаемый барьер вокруг Хань Ли и скрывая его от взгляда старика. Как только цветочная корзина покинула его руку, она превратилась в облако белого тумана и тут же метнулась в направлении кристаллов льда. Облаку белого тумана удалось захватить кристаллы льда, как только оно коснулось их. Как только это произошло, оставшиеся кристаллы льда вдруг облетели корзину, словно обладали своим интеллектом, и продолжили приближаться к Хань Ли. В следующее мгновение кристаллы льда были остановлены роем жуков, но тут же пронзили его. Рой жуков был мгновенно восстановлен до первоначальной формы, но позади него не было слышно ни звука, словно человек за ним был мертв. Старик невольно вскрикнул при виде этого. Его техника ледяного кристалла была похожа на элементную технику культиваторов технику ледяного дождя. Однако их было намного больше, а сами ледяные кристаллы были созданы полностью изо льда, который он культивировал внутри своего тела. Они были не только невероятно острыми, но невероятно холодными. Культиваторы, которые не знали об этом, были бы просто не способны справиться с ледяной ци, которую несли в себе кристаллы, и были не в состоянии защитить себя. Однако кристаллы льда старика полностью исчезли, не оставляя и следа ледяной ци.
Немного поколебавшись, он хотел было использовать свое духовное чутье, чтобы заглянуть внутрь барьера жуков, но внезапно он услышал громкий звон над ним. Не успел он услышать его, как вдруг его сознание потускнело. Его застали врасплох, и он чуть не упал с неба. В яростной тревоге старик поспешно хлопнул в ладони и несколько раз похлопал по своему телу, окружая себя белым световым барьером. Восстановив равновесие, он поднял голову вверх. Огромный серебряный колокол очутился над ним в неизвестное время и оглушил его. В этот момент колокол сверкнул серебряным светом и начал новую звуковую атаку. На этот раз атака не была нацелена на старика. Вместо этого звуковые волны были направлены на огромную синюю сеть, которая удерживала лазурный меч. Нехорошо. Старик тут же пришел в себя и попытался применить технику, чтобы заблокировать атаку, но он опоздал. Синяя сеть была поражена серебряными звуковыми волнами и была рассечена на несколько частей, высвобождая из пут огромный меч. В следующее мгновение меч скользнул к старику. Но прежде чем меч смог нанести удар, он столкнулся с огромным давлением вокруг него. Хотя старик уже был покрыт слоем защиты, он не смел быть небрежным, допуская меч в лобовую атаку. С бледным лицом и раскачивающимся телом он активировал синий световой барьер, который охватывал 100 метров вокруг него. Вскоре после этого он поманил к себе голубую сферу, и она тут же направилась к нему. В мгновение тело старика покрылось туманом чистой ци. Сделав это, старик взглянул на Хань Ли с серьезным выражением на лице. Оно было намного серьезнее, чем раньше. Барьер жуков Хань Ли уже рассеялся и снова превратился в облако жуков, которое зависло над ним. Он протянул руку, и в руке появились несколько лазурных ледяных цветов. Взгляд Хань Ли был наполнен равнодушием. Когда их взгляды встретились, ледяной взгляд Хань Ли заставил старика внутренне задрожать. Тем не менее, его взгляд снова сосредоточился на маленьких, изысканных ледяных цветов в руках Хань Ли. На лице старика появилось недоумение. Под солнечным светом ледяные кристаллы засверкали разными цветами, это превосходило все ожидания старика. Обладая техниками культивации элемента льда в течение сотен лет, он смог почувствовать удивительно холодную духовную силу от этих разноцветных ледяных кристаллов, несмотря на их расстояние. Хотя эта техника была ему незнакома, но старик почувствовал, что его дела плохи. В это мгновение старик скривил губы и произнес с мрачным выражением на лице: «Ты использовал это, чтобы прорваться сквозь мою духовную технику. Расскажи мне о своем сокровище». Когда Хань Ли услышал это, он улыбнулся и спокойно сказал: «Об этом сокровище я расскажу, если ты расскажешь мне о твоей духовной технике». Что? Культиватор интересуется духовной техникой воинов-заклинателей. Это очень странно, на мрачном лице старика появилось удивление. Однако, несмотря на удивление, Хань Ли смог разглядеть страх старика. При виде этого Хань Ли невольно усмехнулся. Когда старик увидел выражение лица Хань Ли, он рассердился. Холодно фыркнув, он хлопнул по своей сумке и вызвал оттуда по вспышке черного света. Предмет был черным и напоминал маленькую гору. Хань Ли удивленно взглянул на предмет. Прежде чем он смог осмотреть объект, старик уже начал повторять заклинание. Внезапно старик подбросил гору в небо, и она засияла черным светом. В одно мгновение она увеличилась до сотен метров в диаметре и продолжала расширяться. У Хань Ли при виде этого заледенело дыхание. Хань Ли инстинктивно указал на огромный лазурный меч. Меч зазвенел и тут же метнулся к вершине маленькой горы, превратившись в полоску лазурного света. Раздался невероятный звон, когда лазурная полоска и черный свет столкнулись. Хань Ли прищурился и пристально взглянул на происходящее у него на глазах. Его меч пробил 30-метровое отверстие в верхней части черной горы. Однако было ясно, что меч не сможет расколоть эту скалу пополам. Кроме того, он видел, что отверстие в горе затягивает с невероятной скоростью. Прежде чем он смог нанести второй удар, гора уже восстановил большую часть нанесенного ей урона. Гора поднялась на 300 метров в высоту в пределах ее черного сияния. Она уже ничем не отличался от настоящей горы. Хотя Хань Ли хорошо умел контролировать свои эмоции, даже он изменился в лице при виде черной горы, которая появилась перед ним. Несомненно, что если бы эта гора ударила его, то ни барьер, ни доспехи из жуков не смогли бы спасти его. Его бы раздавило в лепешку. В этот момент огромный меч Хань Ли уже несколько раз ударил по огромной горам, но это никак на нее не повлияло. Старик зловеще усмехнулся и указал на гору, в следующее мгновение она появилась над Хань Ли и собиралась безжалостно упасть на него. У Хань Ли больше не было времени раздумья. У него за спиной мгновенно появились раскаты грома и вспышки молнии. По вспышке молнии он бесследно исчез и появился в сотне метров с двумя серебряными белыми крыльями за спиной.
Сердце старика ушло в пятки, как только старик увидел, что Ханьли исчез. Старик увидел, как Ханьли появился в другом месте. Он с большой осторожностью смотрел на Ханьли. На его лице появилось удивление. Увидев, что Ханьли способен на мгновенное перемещение, старик понял, что не сможет сдержать Ханьли, и что все его усилия были потрачены впустую. В конце концов, при его нынешнем уровне культивации, он мог только несколько раз переместить огромную черную гору. Каждое использование сильно истощало его магическую силу. Он не посмел использовать ее безрассудно. Глава 694. Замороженные. С большой тревогой в глазах старик собирался отступить. Ханьли с другой стороны с трепетом взглянул на черную гору. Этот старик был не в состоянии создать такое своеобразное и удивительное сокровище. Скорее всего, это было сокровище древних культиваторов. Ханьли был уверен, что это сокровище не было чем-то, что мог создать даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души. С силой этого сокровища старик мог победить всего одним ударом. Благодаря ей он мог решить проблему в недостатке силы атаки. Кроме того, Ханьли также заинтересовался ветряной небесной колесницей старика. Таким образом, Ханьли направился к старику с враждебным выражением на лице. В его глазах мелькнуло намерение убивать. Хотя Ханьли недолго сражался со стариком, он был уверен, что разгадал большинство его техник. Казалось, для старика большим невезением оказалось то, что он специализировался на техниках ледяного атрибута. С небесным ледяным пламенем они не представляли большой угрозы для Ханьли. Несмотря на огромное количество кристаллов льда, которые атаковали его, он смог легко растворить их своим пламенем. Эта черная гора должна быть самым могущественным сокровищем старика. Однако, поскольку Ханьли обладал грозовыми крыльями, она была бесполезна против Ханьли. В этом случае Ханьли легко мог убить старика. Придя к этому решению, Ханьли больше не колебался. Ледяные кристаллы в его руках дрогнули и засверкали синим цветом, мгновенно превратившись в языки пламени, размером с яйцо. Пламя выскользнуло из рук Ханьли и взмыло в воздух, излучая жуткую ауру. В тот же момент Ханьли указал на огромный меч и серебряный колокол свободной рукой. Вскоре после этого он взмахнул крыльями и исчез, оставив позади себя вспышку грома. В следующее мгновение он снова появился в 300 метрах от старика с голубым пламенем в руках. Огромный меч и серебряный колокол сверкнули и метнулись к старику, превратившись в полоски яркого света. По пути огромный меч внезапно растворился на несколько сотен мечей, длиной в фут, заполнив собой все небо и окружив старика целый рой мечей. Лазурный свет беспрерывно мерцал, собираясь пробираться сквозь световой барьер старика. Серебряный колокол издал звон, встряхнув световой барьер старика при ударе. Хотя эти атаки очень тревожили старика, он все еще сохранял хладнокровие. Кроме того, он наполнил жемчужину над собой огромным количеством духовной силы, мгновенно сделав жест заклинания и усилив барьер вокруг себя. Синий свет запульсировал вокруг его тела и окутал со всех сторон. Сделав несколько оборотов вокруг старика, луч света превратился в 4 ледяных щита длиной в метр, которые стали непрерывно вращаться вокруг него. Они были маленькими и изысканно утонченными. После этих приготовлений старик почувствовал себя более спокойно, окружив себя ледяными щитами. Он тут же поманил к себе черную гору, и она метнулась к нему полоской черного света. В этот момент он не спускал глаз с Ханьли, словно тот готовился напасть на него. Как и ожидалось от воина-заклинателя стадии зарождающейся души, он обладал большим боевым опытом. За спиной Ханьли снова раздались раскаты грома, и по вспышке молнии он очутился в 40 метрах от старика. Плотный шквал острых, лазурных нитей внезапно выстрелил из его руки, изображение талисмана сокровища лазурных нитей. Находясь на таком коротком расстоянии от лазурных нитей, старик не успел среагировать вовремя. Мириады лазурных нитей пронзили синий барьер и врезались прямо в его щиты. Раздались звуки треска льда, когда лазурные нити врезались в щиты. Сверкнув яркой вспышкой белого света, иглы покрылись густым, блестящим инеем и начали падать на землю. При виде этого тревога старика превратила в радость. С усмешкой он открыл рот и выстрелил лучом синего света прямо в Ханьли, что находился поблизости. В ответ на это Ханьли исчез из поля зрения старика, оставляя после себя вспышку серебряного света. В этот момент черная гора подлетела над стариком. Ее возвышающаяся фигура выглядела невероятно. Без колебаний старик ударил по горе печатью заклинания. Гора задрожала и выпустила плотный поток черного света. Со стариком в его центре гора окутала своим черным сиянием несколько сотен лазурных мечей и огромный серебряный колокол.
Магические сокровища Хань Ли тут же закружились в воздухе, пытаясь вырваться на свободу, но их сила была сильно ослаблена. Раскачивающийся световой барьер пришел в нормальное состояние. Старик почувствовал облегчение при виде этого. Вскоре после этого он перевернул руку. Ветряная небесная колесница появилась в его ладони по вспышке белого света. Он слегка подбросил ее в воздух, и она тут же увеличилась до своего первоначального размера. По какой-то неизвестной причине старик почувствовал ужас с тех пор, как Хань Ли превратил ледяные кристаллы в своей ладони в маленькие голубые огни. Поскольку у Хань Ли были грозовые крылья, старик понял, что его дела плохи, и решил бежать. Увидев, что ветряная небесная колесница была готова, старик тут же метнулся к ней, превратившись в полоску белого света. Спустя несколько мгновений ему удалось увернуться от лазурных мечей Хань Ли и приблизиться к колеснице. Когда свет исчез, старик уже благополучно расположился внутри колесницы. Вздохнув с облегчением, он собирался убрать свою жемчужину и черную гору, как вдруг услышал гром рядом с собой. По вспышке света внезапно появился Хань Ли. А-а-а! Старик взревел и поднял руку, но было уже слишком поздно. Рука Хань Ли метнулась в старика со скоростью молнии. Небесное ледяное пламя полностью окутывало его руку. Старик почувствовал, как его сердце дрогнуло, но ледяные щиты, плавающие вокруг него, автоматически двинулись, чтобы защитить его. Они появились перед ним как раз вовремя. Старик почувствовал радость при виде этого. Хань Ли атаковал его кристальные ледяные щиты без какой-либо защиты, ему конец. Ему заморозит руку ледяной ци. Внезапно раздался звон, а затем все засветилось ярким светом. То, что произошло в следующий момент, заставило сердце старика уйти в пятки. Рука с пламенем мгновенно вонзилась ему в грудь. Старик почувствовал, будто его тело стало ватным. Перед тем, как старик успел закричать, странное ледяное пламя мгновенно охватило все тело старика. Спустя еще мгновение Хань Ли увидел, что большая часть тела старика превратилась в ледяную статую. С выражением ужаса на лице, старик поспешно вызвал ядро пламени Янь, которое он культивировал несколько сотен лет. Оно тут же окутало его тело, испустив ослепительный белый свет, предотвращающий распространение льда по его телу. На мгновение ядро пламени Янь смогло остановить распространение льда. Хань Ли усмехнулся при виде этого. Он взмахнул рукой, и в воздухе появилась полоска лазурного меча Ци, которая тут же направилась в голову старика. Спустя короткое мгновение белый свет дрогнул, и синий лед окутал тело старика полностью. На отрезанной половине лица старика появилось отчаяние, но вскоре враждебность наполнила его глаза. Из его головы раздался странный звук, и тут же появилась его зарождающаяся душа с лицом старика. Выражение лица Хань Ли стало угрюмым, и он без колебаний запустил молнию в сторону зарождающуюся душу. Однако зарождающаяся душа тут же исчезла из виду в импульсе ослепляющего синего света. Вспышка молнии промахнулась. Хань Ли поспешно огляделся и увидел, что зарождающаяся душа была уже в 300 метрах. Без колебаний он снова исчез по вспышке синего света. В этот момент синяя жемчужина дрогнула, а затем исчезла, появившись в руках зарождающейся души. Зарождающаяся душа взглянула на Хань Ли с обиженным выражением, а затем исчезла из поля зрения. Вскоре после этого она превратилась в пятнышко света, летящее к горизонту. На этом расстоянии Хань Ли не мог использовать свое мгновенное перемещение, поэтому вскоре синяя жемчужина скрылась за горизонтом. Хань Ли холодно взглянул на убегающую зарождающуюся душу и не стал трогать труп старика. Хотя его грозовые крылья также были способны к мгновенному движению, задержка между каждым передвижением существенно замедляла его. Поскольку старик сбежал после первого удара, Хань Ли позволил ему освободиться, поскольку не было необходимости убивать его прямо сейчас. В тот момент зарождающаяся душа старика уже исчезла без следа. Хань Ли бесцеремонно встряхнул руку и сжёг труп старика дотла, заполнив небо глянцевой синей пылью. Глава 695. Общий сбор. Хотя он ранее не сражался с противником стадии зарождающейся души, он на всякий случай уничтожил тело старика. Ему понадобилось бы несколько десятилетий, чтобы восстановить свою жизненную силу, не говоря уже о другом теле. Поиск подходящего тела займет довольно много времени. Даже если бы он вселится в неподходящий труп, его культивация значительно уменьшится. Между тем, сумка для хранения старика и 2 его магических сокровища были для Хань Ли большой прибылью. Даже если бы он не нашел пещерную резиденцию мастера Цанькуня, это опасное путешествие в долину Маулани все равно бы принесло ему большую прибыль. С этой мыслью он взглянул на сумку для хранения старика. Хань Ли спокойно потянулся за сумкой для хранения и приманил ее в свою руку. Затем он погрузил в него свое духовное чутье и, небрежно просмотрев его, пришел в разочарование.
Помимо дюжины среднеранговых духовных камней, там было всего несколько обычных материалов для создания инструментов и несколько бутылок лекарственных таблеток. Открыв бутылки с лекарственными таблетками, Хань Ли обнаружил, что они были совершенно обычными. Казалось, в долине Маулани действительно не хватает материалов для культивации. Даже у великого воина-заклинателя стадии зарождающейся души было крайне мало приличных предметов. В сумке для хранения старика Хань Ли не обнаружил ни одной нефритовой пластинки. Хан Ли был озадачен этим и разочарованно вздохнул. Он хотел заполучить несколько духовных техник и изучить те, что значительно увеличили бы его силу за короткий промежуток времени. К сожалению, в этом ему не повезло. Отложив сумку для хранения, Хань Ли поднял голову и взглянул на огромную гору. Хотя хозяин сокровища бежал, превратившись в зарождающуюся душу, черная гора все еще оставалась в увеличенном виде и сверкала черным светом. Хань Ли прищурился и приманил к себе гору. Огромное древнее сокровище сверкнуло черным блеском и стало быстро уменьшаться в размерах, двигаясь в направлении Хань Ли. К тому времени, когда она оказалась в его руках, она уже была миниатюрного размера. Хан Ли с любопытством осмотрел маленькую гору в руке. Она была совершенно не тяжелой, а на ее дне было 3 светло-золотых иероглифа. Гора 1000 слоев. Хань Ли невольно вскликнул, прочитав название. У него появилось чувство удовлетворения. Убрав гору, Хань Ли взглянул на ветреную небесную колесницу и тоже убрал ее. Взглянув в том направлении, в котором исчезла зарождающаяся душа старика, Хань Ли немного задумался и решил лететь в противоположном направлении. Вскоре все следы присутствия Хань Ли исчезли. Посреди холмов не было никого, кроме поля, заросшего соломой, которая была в длину с рост человека. Но вскоре после этого на горизонте вспыхнул лазурный свет. Спустя мгновение лазурная полоска света появилась над холмом. Она облетела вокруг и исчезла, раскрывая Хань Ли. Оглядевшись по сторонам, он нахмурился и взмахнул рукавом. Несколько полос лазурного света прямо ударили по холму, словно падающие звезды. Лазурный свет тут же разлетелся на сотни километров вокруг. В воздухе внезапно появился слой еле заметного белого света. Под ним было 4 человека, которые смотрели на него с легкой улыбкой на лице. Это были маркиз Нанлун, старик в белом, старуха и мужчина с темным лицом. Маркиз Нанлун закрутил бороду и усмехнулся. Хань Ли действительно добрался благополучно. Затем он махнул рукой, заставив световой барьер исчезнуть. Ох! Остальные еще не прибыли. Проговорил Хань Ли с улыбкой и подлетел к ним. Мужчина с темной кожей проговорил спокойным тоном: «Мы боимся, что у других возникли проблемы с побегом. Когда мы бросились в рассыпную, воины-заклинатели стали преследовать Даоса Луна и Даоса Вана. Кажется, тебе повезло». Маркиз Нанлун взволнованно проговорил: «Тем не менее, я боялся за тебя больше всего. Если бы я правильно понял, то ветряная небесная колесница направилась за тобой. Кажется, тебе удалось стряхнуть ее со своего следа. Я недооценил тебя». Хань Ли поджал губы, услышав слова маркиз. Он едва мог не заметить удивление в его словах. Однако Хань Ли ответил со спокойным выражением на лице: «Да, ничего особенного. Просто у меня хорошая техника движения». При виде того, что Хань Ли не хотел объяснять, как именно он сбежал, маркиз тактично сменил тему и заговорил о предстоящей войне с мауланями. Она должна была сотрясти весь континент. Помимо старика в белом, все заинтересовались этим разговором. Маркиз Нанлун загадочно улыбнулся и сказал: «Я помню, что последняя война с воинами-заклинателями длилась более 10 лет. Кто знает, сколько лет продлится эта война». Однако дьявольского Даа, праведная Даа и даже альянс небесного Даа брата Хань Ли небесного южного региона должны будут отправить солдат. И, учитывая положение секты дрейфующего облака в альянсе небесного Даа, в битве будет участвовать старейшина зарождающейся души. Возможно, у господина Ханя еще будет возможность посетить долину Мауланей. Старушка кивнула головой и тихо проговорила: «Помимо 3 сверхдержав, направляющих помощь Союзу 9 наций, есть также несколько бродячих культиваторов, которые добровольно согласятся принять участие в войне. Мауланей невероятно трудно удержать». Мужчина с темным лицом застыл и задумался. «Однако я совершенно не понимаю, почему маулани решили начать атаку, несмотря на то, что силы нашего небесного южного региона объединились против них. Судя по их нынешним силам, у них нет шансов на победу, учитывая то, что произошло в последней войне. С их стороны очень неразумно начинать войну. В последней войне они усилили свою атаку благодаря внезапному подкреплению. Неужели большинство их племен будут участвовать в этой войне? Это, безусловно, возможно, но...» За этим разговором время шло незаметно. Внезапно маркиз Нанлун внезапно остановился посреди разговора и поднял голову в небо. Остальные бессознательно последовали за его взглядом, а их лица стали серьезными.
Возможно, что воин-заклинатель прибыл вместо одного из отставших культиваторов. В конце концов, они были в долине Мауланий. Они тут же увидели вспышку света на горизонте, раскрывая одну черную полосу и две малиновые световые сферы, которые приближались к ним. Маркиз Нанлун пристально взглянул на них и успокоился. Затем он улыбнулся и сказал: «Ничего. Это господин Ван и двое его младших». Услышав это, лица остальных просветлели. Спустя мгновение полосы света приблизились. На этот раз маркиз Нанлун снял барьер, позволив Ван Тиньгу и остальным приземлиться рядом с остальной стороной. Когда Ван Тиньгу увидел Хань Ли, на его лице появилось удивление. Господин Хань прибыл раньше нас». Это поистине удивительно. Казалось, он также видел, как ветряная небесная колесница преследовала Хань Ли. Очевидно, он был шокирован этим. Хань Ли посмотрел на Ван Чана и Янь Жуянь рядом с ним и спокойно ответил: «Это просто случайность». Однако господин Ван смог сбежать целым и невредимым, несмотря на то, что присматривал за младшими. «Вы достойны восхищения», — тон Хань Ли звучал властно. Ван Тиньгу равнодушно ответил: «Хе-хе, воин-заклинатель, преследующий меня, был не таким быстрым. Мои двое младших и я взялись за руки, чтобы использовать технику движения нашей секты. Так мы с легкостью смогли оторваться от него. Это несопоставимо с тем, что ты смог оторваться от ветряной небесной колесницы». Хань Ли внутренне усмехнулся. Он хотел было что-то сказать, как вдруг выражение его лица внезапно изменилось, и он проглотил свои слова. Маркиз Нанлун поднял голову в небо и крикнул с радостным выражением: «Эй! Это господин Даос Лун. Кажется, нам сегодня везет. Теперь мы все можем спешить к месту назначения целыми и невредимыми. Я на самом деле размышлял, удастся ли нам превзойти формацию, если нам не будет хватать нескольких людей». Когда все услышали это, на их лицах появилась радость. Если бы они не смогли получить сокровища из-за того, что в их группе не хватало человека, это было бы крайне печально. Старик в белом внезапно нарушил свое молчание и проговорил серьезным тоном: «Нехорошо. Кажется, господин Лун получил травму, и его все еще преследуют». Как только другие услышали это, Хань Ли и другие поспешно перевели взгляд в небо. Там они тут же увидели красную и зеленую полоску света, которые преследовали культиватора с мрачным выражением лица. В мгновение ока они уже прибыли на холм, где находилась вся группа. Выражение маркиза Нанлуна быстро стало угрюмым.